Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Женатон. Вы уже видели, как я делаю красное вино от дробления ягод и до розлива вина по бутылкам. Но данный процесс включает в себя еще очень много составляющих. Это и переливки нашего вина, снятие с осадка. Кстати, кому интересно, есть видео на канале, как снять с осадка белое вино, заходите посмотреть. И оклейка или очищение нашего белого вина. В основном это касается белых вин. Также самый основной процесс – это процесс длительной выдержки. Выдержка вина – это хранение вина в металлических или деревянных резервуарах на протяжении определенного времени. Эталоном выдержки во всем мире считается выдержка вина в дубовой бочке объемом 225 или же 228 литров на протяжении 1 года. Но учитывая то, что размеры, точнее, моего винного погребка совсем маленькие, я выдерживаю свои красные вина в бочке дубовой объемом 50 литров и в бочке вот из пищевой нержавейки объемом 70 литров. В будущем планирую сделать для себя дубовые бочки объемом 100, может быть 150 литров. Кстати, кому интересно, как сделать бочку, процесс от начала и до конца, какие использовать приспособления, станки, как колоть древесину, заходите на канал, подписывайтесь, кто еще не подписался, и смотрите. Вот в такой дубовой бочке объемом 50 литров я делаю выдержку своего красного вина. В сегодняшнем видео я буду делать первую переливку красного вина. Буду снимать его с осадка, с дубовой бочки объемом 50 литров. И вот там дальше стоят стеклянные бутыли. После окончания тихого брожения уже прошло, наверное, месяца 2, может быть даже чуть больше. Поэтому наступил срок первой декантации нашего красного вина. Какие сроки переливок? Я использую трехразовую переливку или снятие с осадка. Первый срок наступает у нас через месяц-полтора после окончания фазы тихого брожения. Это где-то конец декабря. Вот сейчас у нас 1 января, то есть я чуть-чуть передержал, но я думаю, ничего страшного не будет. Второй раз я буду снимать с осадка, наверное, тоже месяца через 2, это будет конец февраля. И третий раз я буду снимать где-то в апреле месяце. Для того, чтобы сделать переливку, я использую вот такой вот силиконовый шланг и пластиковый удлинитель. Переливать мы будем в стеклянные бутыли. Для того, чтобы сделать переливку, мы соединяем наш пластиковый шланг с нашим силиконовым. Открываем нашу бочечку. Вот. И осуществляем непосредственно переливку нашего красного вина. Наше вино потихоньку переливается. Шланг опущен как можно ниже, для того, чтобы минимизировать контакт вина с кислородом, чтобы не было вспенивания. И процесс идет. Сколько выдерживать наше вино в дубовой бочке? Как я уже сказал, эталоном выдержки является дубовая бочка 225 или 228 литров и срок выдержки год. Но учитывая то, что у начинающих виноделов бочки, как правило, небольшого объема, от 10-20 до 50 литров максимум, то я рекомендую выдерживать от месяца до 3, не более. Чем меньше бочка, тем короче должен быть срок выдержки, чтобы в конечном итоге наш напиток не приобрел вкус плинтуса. Что такое вкус плинтуса? Это когда наше вино, кроме аромата дерева, нам не передает ничего. То есть мы больше ничего не чувствуем. Только всепоглощающий аромат древесины. Это и называется плинтусовка. Для того, чтобы мы не получили так называемую плинтусовку, нам нужно
ну хотя бы раз в 2-3 недели снимать пробы в небольших количествах и таким образом контролировать процесс насыщения нашими дубовыми танинами нашего напитка. Как обычно, набираю немножко нашего красного вина в бокал для контроля аромата и вкуса нашего напитка, который выдерживался чуть более 2 месяцев в нашей дубовой бочке. Друзья, ну, я вам скажу, что дубовая бочка — это вещь. Аромат шикарный, просто шикарный. Вино на цвет прозрачное. Аромат просто шикарнейший. Чувствуется вишня, чернослив, даже чуть-чуть ванильки. Вот такой напиток у нас получился. Темно-рубинового цвета. То есть вино уже почти очистилось. Но я вам говорю, аромат, конечно, просто шикарнейший. Сейчас будем пробовать на вкус. Ну і поки йде процес переливки нашого красного вина, як у нас кажуть, користуючись нагодою і враховуючи те, що на вулиці вже в нас 1 січня 2021 року, хочу привітати всіх з прийдешнім Новим роком. Побажати всім здоров'я, фізичного та духовного, побажати благополуччя, побажати сімейної злагоди і підняти цей келих молодого червоного вина за те, щоб у вас і ваших дітей було мирне небо над головою. Ваше здоров'я! Добре. Вот, друзья, я перелил наше вино в стеклянные бутли, в которых оно будет выдерживаться дальше. Процесс выдержки продолжается. В нашу бочку я сейчас залью новую партию красного вина. Тоже, наверное, месяца на 2. Но перед тем, как залить новую партию вина в данную бочку, ее необходимо хорошенько вымыть холодной водой, и она снова будет готова к работе. Вот, друзья, я уже поставил бочку на свое законное место, хорошенько вымыл ее, вымыл
осадок, который там был, винный камень, который образовался. И теперь буду заливать новую партию красного вина. Попутно снимая с осадка вино, которое было в бутылях. В этом году я буду экспериментировать. Часть вина я буду выдерживать в дубовой бочке, а часть, примерно 70 литров, я буду выдерживать в бочке из пищевой нержавейки. И в конечном результате потом сравню, у какого вина лучший аромат и вкус. Потому что дубовая бочка насыщает вино танинами, дает контакт с кислородом, минимальный, но все же есть. А при выдержке вин в бочках из нержавейки или в бетонных резервуарах контакта с кислородом нет. И процесс трансформации вина идет совсем другим путем. В конечном результате мы получаем в бочках из нержавейки более ароматные вина, более свежие. А вино, которое выдерживается в дубовых бочках, оно более подвержено контакту с кислородом, поэтому более насыщено дубовыми танинами и более, так бы скажем, благородные. Но поживем, увидим. Друзья, для переливки я использую все тот же силиконовый шланг с пластиковым наконечником. Снимаем наш гидрозатвор с нашего бутля. И начинаем процесс заполнения нашей дубовой бочечки. Так что, кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!